Все, начался процесс разгрузки. МАЗ наш хранение. Главное, чтобы он не полетел сейчас. Но не должен быть. Начал смотреть там. На кардане тоже нету стопоров. В общем, ехать на нем нельзя было ни в коем случае. Это было правильное решение. Вот там. Сейчас начнем с того, что помоем все наши машины. Лёш, подожди! Надо руль вывернуть вправо. Помоем, отмоем их все. И потом уже будем думать, что делать дальше и с чего начинать. Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Вы все в комментариях ждете нашего Мазерати. Сегодня наша задача заняться наконец-то его оживлением. Что мы купили, непонятно, очень интересно, но скорее всего попахивает печалью. Потому что состояние кабины непонятно, вся кабина в шпакле. Кто там что делал, я не знаю, откуда они столько взяли, ее тоже непонятно. Но в этой серии наша задача пощупать его технически, попытаться поднять кабину, попытаться запустить мотор, что-то попытаться делать. Так что вы, друзья, присаживайтесь поудобнее. Огромное спасибо всем вам за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, переходите по ссылкам в описании. Ну а мы же в свою очередь постараемся для вас что-то снимать интересное. Так что приступаем, начинаем с мойки. К нам, видимо, пришел наш подписчик, идет вот там. Скорее всего. Вы к нам в гости, да? Ну да. Вот, это точно наш подписчик тогда. Так что мы начинаем работать. Как профессиональные восстановщики техники, мы восстановление начинаем с мойки. Обязательно сейчас отмоем. Здесь много где есть песок какой-то, грязь. Все пройдемся, помоем для начала, а там потом посмотрим, насколько все печально. Но для начала его нужно запустить, посмотреть, на что он способен, а после этого уже принимать решение. Возможно, здесь и проблема с мотором, то придется просто его тогда сдать в металлолом. Если честно, не знаю, с какой стороны подходить к МАЗу, но решил начать с кабины. Надо поднять нам кабину, чтобы посмотреть, насколько здесь все печально. Ну, вроде как лонжероны все целы. Вот шланг на подъем. Сейчас открутим. С той стороны, со стороны цилиндра я открутил. Сейчас с этой стороны надо. Неудобно здесь подлазить, но более-менее еще. Не надо ныть. По документам у нашего МАЗа был капремонт двигателя в 2007 году. То есть якобы мотор должен быть хороший. Ну, посмотрим, какой он будет хороший. Так, сейчас полазим в закромах. Как выяснилось, Мазерати имеет
разъемные шланги. Знаете, как вот на нашем Зиле то же самое есть. То есть гидравлический шланг, который запаковывается. Поэтому было принято решение эти шланги восстановить. Вот этот мы тоже разобрали. Так он раскручивается, а потом просто достаем. Вот. И вот эту часть нужно выкрутить. Стоп, так а эту нам часть не надо менять. Чего не надо? Надо весь шланг же менять. Почему? Тут же нормальная часть. А, короткий. Ну, коротенький, ну. Да, не хватит длины. Ты теряешь сноровку. Да, годы берут свое, к сожалению. Пошел? Угу. Идет. В общем, сейчас будем пробовать таким макаром восстановить наш шланг, который нам необходим для подъема кабины. Потом зальем масло, хотя может оно там есть, и попробуем поднять кабину. Наверное, это первое, с чего надо начинать. Пришлось нам помучиться, ребятки, но собрали. Вот шланг готов. Минут 30 потратили, не могли мы никак наживить, но сейчас удалось. Ставим на машину, заливаем масло. Сейчас глянем масло сначала. Лови, если что. Ты держи, не отводи пальцы оттуда. О, Чисто. нету ничего. Сейчас дольем. Друзьям видно там? Да, все видно, чисто. Спокойно. Не говори под канистру. Или что это? Под масло? Да, Смотри, не скоро, говори под смотри, масло. скоро будет полная. Ну, наверное, хорош, потом подольешь, если что. Мы сейчас 2 раза качнем и надо будет доливать. Ну-ка. Она может в режиме опускания стоять. Посмотри за цилиндром, последи. Это был режим опускания. Ну-ка, ну-ка. Пошла. Надо, чтобы она попала, вон та фигня в ползунок. Понял? Так опасно. Ага, я понял. Дай-ка я опущу сейчас, подожди. Осторожно. Давай. Плоскогубцы надо было взять. Лень жить с плоскогубцами, да? Надо было взять плоскогубцы, да. Так, опускаю, смотри, сколько там. Она вниз пошла. А, это, наверное, ее конечная точка. Да, да. Блин. Видишь, где она должна Вот быть? теперь вижу, да. Или потом, когда поднимем, мы ее можем переставить. Поставим упор. Ну, чтобы она сейчас просто не слетела. Думаешь, может? Ну, конечно. Может в сторону свалиться просто, да и все. Я же Где говорю, она видишь, где должна оставляется? Вон, куда Да. свечу. Вот про это я тебе говорил, что за трубой это не видел я. Вот и все. И опускаю. Ну, пробуй. Это будет безопасно. И эффективно. Свети туда. Ага. А там в ту дырку как нам попасть? Или- Она уже полезет само туда. Ты думаешь? Надо масло туда. Все. Леш, надо туда масло. Ну, солидолом, маслом смазать, да, надо. В случае вот с этой кабиной здесь безопасность обязательно. Это не в КамАЗе, где на пружинах, или не в Лобатом, блин. Эта кабина может и упасть. Так, ну трос у нас есть, если что, да? Какие-то пломбы здесь есть. Вся проводка, смотри. Ну что, для запуска нам надо соляру подсоединить, да, и посмотреть, чтобы насос был не в клине. Рейку, да, нужно сделать, потому что я чувствую, что она пружинит. Надо обязательно сделать, потому что он пойдет газ в пол. По-любому. Радиатор целый у нас или нет? Хрен его Ну пока знает. ты ломом в него не всунул, был Нет, так целый. я не в него, я же в эту вот часть железную. Вот же сюда. Да я шучу. Друзья думают, что ты не шутишь. Вот главное здесь, чтобы выдержала конструкция.
Ну что-то тоже поднялось, да? Ну там такая, видишь, подушка, и здесь вот у нас выгнившая часть. Не, ну там пластина-то толстая, видишь? Ну да. Да, нормально все будет. Можно, в принципе, опускать. Ну, опускаем? Не, давай что-нибудь сделаем. Хотя бы минимально подготовимся. Давай строим насос с той стороны и посмотрим рейку. А топливо здесь закачать, оно тут, мне кажется, когда оно все в сборе. Да можем и канистру подключить, это не проблема. Да я эту палку вот попробую открыть. Давай. Попробуй. Страховка такая. Ну куда она должна стоять? Вот сюда, Дим. Вон туда. Ну. Мы превысили лимит открывания. Ладно. Ну, радует хотя бы, что здесь все на месте. Потому что можно было открыть кабину, а здесь ничего нету. Ну, тут все нормально, ремни, все. Дырки в блоке нету здесь. Завтра попробуем запустить его, да? Да. Здесь провод уворован. Пошли масло проверим, или мы уже сейчас не проверим его? Точно, мы забыли, блин, глянуть. Сейчас уже не проверим, надо опускать кабину. Не. Ты думаешь, МАЗ не рассчитан на такое расстояние? А где щуп? Щуп где-то тут должен... А, вон вижу его. Кстати, проверим. Вот щуп, Дима. Вот. Делай ставки. Ну давай. Я думаю, что есть. Как-то выглядит все в целом красиво. Опа. Есть. Ну такое страшненькое, правда? Ну ничего страшного, Черненькое, мы ну, нормально. обслужим. Но есть, это уже хорошо. Да. Ну, говорят, что тут помощнее вроде, чем в лобатом этом, да? В мазокране. Да. Но он другого типа, видишь? Это не золотниковый, а золотник уже стоит на самой машинке. Это хорошая система, мощная будет. Угу. А на лобатом, видишь, там эта золотниковая конструкция на поперечном, на продольном цилиндре, она не всегда эффективная. Ну такая, блин, как на кразе, знаешь, сама по себе. Так, ну давай откинем вот эти вот крышку, так, и глянем. Либо в торце там есть еще. Не упадет же кабина, как ты думаешь? Не должна. Я думаю, нет. У нас внезапно стемнело, так бывает, но мы продолжаем пока что работать. Естественно, не обошлось без заклинившей рейки. Это штатная ситуация, когда очень долго стоит машина. Наша машина стоит вроде бы с 2011 года, это получается 14 лет. Вот, и фактически вот тоже закисло. Но сейчас разработаем потихоньку, здесь сложного ничего нету, главное не спешить, аккуратно. Беру отверточку и взад-вперед с ВДшечкой. У нас в принципе уже получается. Главное не спешить. Мы на КамАЗе это делали на каждом, когда реанимировали. И я имею в виду КамАЗовский мотор. И КамАЗы, и Уралы. С этой рейкой всегда проблема. Имейте в виду, что машина может, если рейка осталась в максимальном газу, то машина будет реветь в разносе. А еще надо посмотреть, проворачивается ли у нас мотор, Леша. Мы с тобой не глянули. Здесь надо снизу, наверное, залезть. Либо давай можно за вентилятор попробовать. Попробовать. Не факт, но теоретически это возможно. Ну, если попробуй. он вращается, ты можешь сюда камеру? Так, видно что-нибудь там? Наверное, видно, друзья. Да, тут, блин, о! Слушай, есть! Да. Видишь? Все. Это супер. Смотри. Да, крутится четко. Еще у нас что-то с кулисой не то, я не понимаю, блин. Чего-то не хватает. Поперечка нужна. Да. Я думаю, что-то рычаг маслает, блин, же просто вот так вот. Дербанули, но неважно. Передачи хоть включаются. Пока нет. Ладно. Так, ну это уже хорошая новость. Нейтралка? Ну, Всё. типа да. Не трогаем рычаг. Разрабатываем дальше нашу рейку.
Пришлось нам повозиться здесь, но все удалось разработать. Глушилка тоже все работает четенько. В общем, две, видите, вот, они теперь вместе скоординированы. А так всегда ЯМЗ двигатель, когда вы запускаете, он дает сам автоматически газ в пол. То есть всегда ЯМЗ-шный мотор запускается газ в пол. Как только он завелся, рейка отходит, вот, и вы уже тогда будете газовать. Примерно это так. Вчера наши ночные приключения закончились тем, что мы разработали рейку на насосе. Крышку закрыли вчера, все собрали. И фактически мы сегодня продолжаем подготовку к запуску. Нашел я кабель. Кабель слабенький, но нам его хватит здесь для нескольких запусков. А там потом посмотрим. Сейчас его провожу сквозь раму. К сожалению, оригинальный кабель ушел. Вот, ну мы сейчас будем разбираться. Здесь у нас еще обнаружена какая-то проблема. Вот, с креплением коробки. Что-то тут не то. Видимо, обломалось. Ну, вот так выглядит тормозная система. Мне кажется, что здесь ничего работать не будет. Праздники праздниками, но наверняка многие из вас подыскивают себе автомобиль. Так вот, если хотите найти максимально выгодный вариант, вам поможет сэкономить и выбрать подходящее предложение бесплатный сайт autospot.ru. На этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, а самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Новогодние праздники, автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Но я буду дальше заниматься нашим Мазератти. Ну, посмотрим. Здесь не хватает шлангов. Здесь на воздух не хватает шланга. В общем, воздушная система очень сильно здесь раздербанена. Поэтому у нас будет веселье. Вот. Но ничего страшного, потихоньку соберем. Это не в поле собирать. И запчасти есть, и все есть. Главное время и деньги. Потому что стоит это все тоже недешево. Вот, надо где-то найти вот такие 2 крышки тоже на кардан. Ну, посмотрю, может у меня где-то, по-моему, валялся ураловский кардан. Они схожие, наверное, подойдет. Рабочий он, этот выключатель? Явно же нет. Ну, посмотрим, проверим все. Кстати, всех с Новым годом. У нас хоть еще 20, наверное, 3 число. У вас-то наверняка уже Новый год, да? Вы смотрите наше видео с подуставшим салатом оливье. Так что, друзья, всех с Новым годом. Я люблю поздравлять всех почаще, потому что это создает хорошее настроение. Вот, так что в новом году, надеюсь, у нас будет еще больше проектов, еще больше успешных всяких интересных видосов, которые вам наверняка нравятся. Вы обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про телеграм-канал, там тоже много всего интересного. И, естественно, поставьте лайк. Можете написать комментарий в поддержку канала. Ну, а также можете написать комментарий с советами по МАЗу. Я знаю, что много людей работали на таких машинах и могут нам подсказывать всякие интересные нюансы. Опытные водители, которые много лет работают на МАЗах, знают, что до стартера долезть в этой машине это такой себе квест. Вот здесь у нас не хватает крана. Ну, это хорошо, значит, что воду слили. НШ-32 у нас стоит на гидроусилитель. Это тоже хорошо. Но снизу выглядит все более-менее красиво. Что я хочу сказать? Нормально. Как здесь состояние колодок? Вон тоже все в норме. Нету шланга на тормозную камеру.
Делаем минусовой провод. Этот, кстати, тоже он, видите, какой. Зараза, блин. Надо его обжать сейчас. Плюс есть, масса есть. Можно ставить аккумуляторы. Ничего не мешает. Но мы это сделаем чуть попозже. Сейчас займемся топливной системой. Так, что у нас по баку? Слушайте, ну вроде более-менее. Вот там чуть-чуть справа есть ржавчинка. Но мне кажется, это не критично. Ну, по-моему, у нас пробки нету, блин. Да! Сейчас бегаю. У меня есть где-то в запасе. Осталось раздобыть топливо. Наверное, мы сольем его с КамАЗа. Вот, совсем другое дело. Разбираем отстойник, посмотрим, что там внутри. Главное, чтобы бак наш не потек. Вроде бы пока отлично. Топливозаборник здесь такой же, как на лобатом МАЗе. Он одновременно выполняет и функцию отстойника, насколько я понял. Да. Вот такая конструкция заборника-отстойник. Колбу я отмыл, ничего там практически не было. Это радует. Эта колба постоянно полная, и с помощью вот этой трубки вакуумом засасывает сюда топливо, а потом вот этой трубкой уже дальше идет по основной трубке. И таким образом топливу деваться некуда, оно постоянно вот здесь стоит, оно не уходит. И постоянно трубка в топливе, то есть такое понятие, как ушло топливо, здесь нереально. Сейчас поставим новые медные шайбы сюда, все будет работать. Вот здесь у нас есть проблема, видите, пережатые трубки. Поэтому сейчас будем это решать. Здесь ставим вставку на заборник, а обратку сразу, наверное, в бак пустим. Прям соляра есть, там желтая, блин, такая желтая. Погода у нас ужасная сегодня. В принципе, как и все последнее время. Мерзкая такая, знаете. К сожалению, там внутри какая-то бяка-мяка. Сейчас будем перепаковывать. Эту возьмем гайку, возьмем конусок такой. Как он, кстати, сюда. Отлично. Отпиливаем. Вот теперь это надежно.
Да, я понимаю, что я чуть больше потрачу на это все время, но зато больше я к этому возвращаться не буду. Все. Обратка у нас идет в бак. Это обратка с форсунок. Это заборник основной. Вот он идет на помпочку. После помпы у нас нету куска шланга. Сейчас сделаем 2 штуцера и соберем этот шланг. И потом нам нужно еще посмотреть фильтрик, разобрать топливный. Нормальный фильтр. Вполне себе. Ну, сейчас поставим новый. Все почистим, отмоем. Обязательно будет красота. Перерыл я все, друзья, но фильтр не нашел, к сожалению. Сегодня выходной день, магазин не работает. Поэтому пока что ставим старый. Ничего страшного, он в хорошем состоянии. Я все снял, там все четко. Делаем трубку. Нам нужна одна трубка. И по сути мы почти готовы к пробному прокачиванию топлива. Да, прокачаемся. Потом можно будет вставлять аккумуляторы. Трубка установлена. Недостающая. Взял камазовскую, у меня была в запасе, и ее выгнул в нужной нам плоскости. Вставили тоже помпочку, попробовали, родная помпа не качает пока что. Но оно все сухое, стоит очень долго, поэтому вставили грушу. И сейчас будем прокачивать. Леша уже чуть-чуть качал. Ну, качани сейчас. О. Ну, хорошо. Что в колбу набирается, да? Так, надо зажать. Все отлично. Хорошо. О, еще. Воздух. Тихо, тихо, не спеши. Топливная система прокачана. Сейчас закидываем АКБхи и будем пробовать запускать. Самый ответственный момент. Кто на клеммах? Что-то в салоне кляпает. Ну-ка, друзья, подскажите, где здесь аварийка? И поворот. Не, зажигание же у нас ключа нету, не включишь. Ну да. Здесь ПЖД какое-то управление, масса. И у нас, кстати, вольтметр показывает 24 вольт. Рабочий. А, вот аварийка. Сломана. Придержи дверь, Лёш. Вот. Пальцем. Ну, работает. Так. Надо нам откручивать замок и менять замок, потому что ключа нам не дали, естественно. Сейчас перекинем замок, да и все, у нас есть в запасе такой замок, а здесь планка держится. Ага. Конструкция. Ну так все аккуратно на самом деле, внутри разбираюсь, блин, все четкое. Жаль, что нам не дали ключ от замка. Это первая машина с хранения, в которой есть вся проводка. Ну, во всяком случае, можно хотя бы замок просто переставить без каких-либо проблем. Так. Ну, как думаешь, вот сейчас мы чик, и он типа стартанет? Давай. Печка, наверное, включена. Да. Печка работает. Надо Нейтралка? вырубить. Да, нейтралка. Но надо вырубить печку. Печку вырубить. Зачем вырубать печку? Пусть тепло будет. Давай попробуем. Да. Работает. Давай, нужно тряпку, чтобы, если что, заглушить его. Убрали мы все вещи и сейчас... Ну давайте пробуем. Ты говоришь, что Да. Я, если что, на газульке, на глушилке. Ну все, поехали? Да, давай. А там клемма нормальная где-то? Дай-ка я зажму ее. Вот, смотри. Ну и не хочет, я думал запустится. Я надеялся, что он... не прокачан. Ну да, форсунки это пустые, все, трубки.
Опа, дымок пустил. Мягко работает. Давай. Воздух уже сразу качает, но не хочет пока на топливе. Ну, наверное, пустые полностью эти. Что-то стреляет, не глохнет, не газует. Может, опять наша рейка закисла? Ага, заглушил. Тебя тянет. Надо снимать эту резинку, мы его так не заглушим, если он попрет. Так снимай ее. Так, ну пробный старт у нас уже есть, можно сказать, не совсем успешный, потому что что-то с ТНВД, не совсем он правильно реагирует. Но ради безопасности нам нужно сейчас убрать эту резинку, потому что вы сами видели, не знаю, видно вам было или нет, вот эта мобиль вот так вот сделала и чуть ее туда не засосала. Поэтому сейчас сделаем надежную глушилку и только после этого продолжим экспериментировать. Давление масла 4. На холостых работает. Тема. Компрессия хорошая. В общем, пока что ТНВД не хочет работать. Но то, что мотор не стучит, Ну, то, что он работает мягенько, это уже хорошо. Сейчас будем пробовать разбираться с насосом. Наверное, придется нам опять открывать заднюю крышку. Произошла непонятная ситуация. У нас опять рейка в клине. В таком жестком клине, что просто трындец. Вчера мы все разработали. Пальчиком все ходило. То ли где-то воду прихватило, попало, может, вчера под дождем, блин. Ну, сейчас откроем боковую крышку опять и посмотрим, что там. Может, где-то что-то попало. Пришлось нам еще раз разбирать заднюю часть насоса. Видимо, когда насос провернулся, плунжера поменяли свою позицию, и верх плунжера, вот который, ну, в общем, верхняя чашечка начала клинить. То есть разрабатывать насос нужно, проворачивая мотор. Я вспомнил, что у нас такая же была проблема на КамАЗе, что в одном месте ты разработал, потом нужно провернуть мотор и разработать в другом месте. Ну, вроде бы сейчас уже все четко. Будем пробовать. Попытка номер 2. Давай, давай. С полтычка. Просто. Зарядка есть? Классно работает. Дай железную гляну. Ясно. Какой работает? Прикинь? Да? Да, ну-ка вызони. Зарядка. Зарядка, да, тоже, наверное, работает. Работает, блин. Ну и зарядка вроде тоже есть.
тахометр, офигенно. Зарядки нету? Не, наверное, есть. Ну, непонятно, надо заглуши его, я пойму. Сейчас посмотрим, как она упадет. Да, есть зарядка. Блин, так четко. Блин, вот хороший мотор. Ну, дай-ка я заведу еще раз его. Я МЗ. Легенда. Очень хорошая новость. Живой. Все, давай заливаем воду, глуши. Слушайте, ну очень хорошая новость, очень хорошая. Мотор рабочий, это очень важно. Прям работают и зарядочка у нас, и тахометр. Ну, песня, песня. Ой, пойду быстрее сниму что-то для наших зрителей на бусте. Они будут рады, что все живое. Так, ну что, Леша, давай зальем воду, Да, пусть поработает. Нету хомута одного. Сейчас мы разберемся, мы поймем, где там чего нету. И снизу там нету пробки, надо деревянный чопик сделать. Пришлось мне закрутить заглушку и кран сливной на воду. Сейчас будем заливать воду и смотреть, что будет происходить. Если где-то появляются утечки, сразу их устраняем. Леша там занимается гидроусилителем. Бак для гидроусилителя был почему-то отсоединен. Просто вставлен другой. Почему, пока что непонятно. Либо это гнилой какой-либо, что неизвестно. Сейчас будем заливать воду. Никакой не гнилой. А что с ним? В нем даже масло есть. Так а что с ним? Они просто не так поставили его, идиоты. Очень опасно. Тут надо штуцер этот открутить, повернуть. И вставить, да. А этот, который без шланга, да, короче, есть дырка специальная для него. А 14 ключ ты забрал, да? На той стороне, не. На той стороне где-то. Короче, у нас вода это замерзла. Заливай. Не. Чтобы не прихватило. Да? Нет такой температуры. Смотри, может, потекет там где или не, Леш? Ну, залили 15 литров где-то влезло, больше что-то не влазит. Пока что. Но запустим мотор, и я думаю, что-то там чуть-чуть прогонится помпой, дольем потом. Полностью откручивай этот хомут, Да, ты да. так не сделаешь. Держу, чтобы не упал. И сейчас его развернем, и все будет четко. Нальем в него жижу и будем запускать мотор. Бачок установили, сейчас заливаем жидкость гидравлическую. И здесь внутри все красиво выглядит, блин. Прям такое все аккуратненькое. Полный, наверное, да? Все равно разойдется. Да. Он так в один миг, наверное. Оу. Гидроусилитель работает. Подтекает у нас там из корпуса термостата вода. Но сейчас там не совсем удобно крутить. Ой. А? Вода откуда-то сильно потекла. Тут что-то все потекло. Заглушили мотор в передней части. Вот здесь у нас утечка большая. Сейчас залезу, гляну, не могу найти. Откуда? Утечка, как выяснилось, была по шлангу, который идет на печку. Он просто был отсоединен. Ну, я так понял, он идет вот сюда, на наш как раз таки переходник. Я нужный уголок вкрутил туда, и печка стала на свое место. Еще у нас одна утечка вот здесь. Вот не хватает гаечки. Леша пошел там откручивать с зиловского компрессора, потому что они с мелкой резьбой. Вот. Леш, удалось? Да, ну
со шпильками все выкручивается, поэтому надо открутить как-то. Ну хорошо, ладно, значит тогда сейчас займись ты гайкой, а я займусь вот этой проблемой. Вот, сейчас восстановлю наш вот этот вот костыль, который держит. Вот. Нужно вот здесь резьбу сделать, я думаю, прижмем, потому что болтается это все ненадежно. Не, ты далеко закрутил. Я думал, что я смогу. Еще откручу. Наверное, свалится. О, еще чуть-чуть. Зараза. Готов? Ну давай. Не, только не дергай, то соскочит, мне ж труба будет руками. Мешает фигня твоя. А, подожди, так я сейчас, может, могу взять получше. Давай скорее. Я сейчас просто зажму краешком. Ну, пределе быстрее. Стой, терпи. Ну, отпускай. Так отпускай, что? Все, я отпустил. Да. Там болты на 14 нужны. Зиловские карданные подходят. Так, ну вот еще одна система у нас восстановлена. Осталось зажать две гайки. Не система, а такая непонятная ситуация, блин, потому что кто здесь что раскручивал, непонятно. Сейчас мы хотим еще, чтобы он поработал чуть-чуть, чтобы он прогрелся. И потом сольем воду, зальем немного антифриза, систему прогоним, чтобы у нас уже не замерзал он. Все работает как надо. Слили воду. Сейчас мы попробуем опустить кабину. Прошлись вот здесь, смазали эту направляйку. Посмотрим, как сейчас это будет вести себя все. Ну и у нас максимальное открытие. Вот это. И еще удочка тоже под вопросом. Я не знаю, как она устроена, как работает, но очень интересно. Защелкнется она как-то должна там защелкиваться. Пошла? О! Отлично. На масло не хватит. Ну ты доливала вроде, да? Хватит, сейчас цилиндр же войдет и масла будет больше. Главное, чтобы она в конце не выскочила, эта фигня, понял? Тогда же она почему-то была выскочившая. Стой. Непонятная, правда? Стой. Пошел по маслу. Ой, там усилие космос. Страшно. Как там наш чоп? Ой, Леша, что не попадает он или нет? Не, все идеально. Все? Ну не стала она в замок. Давай еще. Она в замок должна стать. А куда его надо? Туда-сюда? Наверное, к тебе надо. Не, сюда надо. Ну, к себе. Кабину всю, да? По маслу у нас утечек вроде бы нету, по гидравлике вроде бы нету. Но сейчас еще погода такая, друзья, вообще непонятно. По воде есть утечка, нужно снимать верхний коллектор, который приемная труба от термостатов, его нужно снимать. И переуплотнять. Но остальное вроде более-менее. Более-менее еще огромная проблема — это воздушная система, которая тоже нас ждет. Сцепление и т.д. и т.п.
на этой машине, чтобы поехать, надо еще неделю вот лежать под ней. Здесь какая-то педаль, вот для чего она, интересно. О, кабина просела еще. Работает? Типа? Да. Это глушилка. Глушилка. Глушилка вряд ли. Это, наверное, шторка, вот эта глушилка. Ну, запусти, попробуй. Ну давай, просто так берем и запускаем. Ого! Работает. Вот, дворники хотят поехать. Ага. Дальний. Свет. Дворники, а где они, интересно? Ага. Это может от вибрации они хотели ехать? Туда-сюда. Надо идти помочь им. Здесь бак у нас даже что-то показывать пытается. Ну, а это глушилка. Глушилка работает? Конечно. Чё? Я в шоке, блин. Тахометр. Все работает. Ну, слушай, это успех. Что? Будет работать. Не. Видимо, там они все еще хотят, блин, хоть бы он не загорелся. Нет, так уже это самое. Оторвался, короче, примерз дворник. Еще попримерзло. Поворотов у нас нету, только аварийка. Так, ну что, друзья, на этой хорошей ноте, я думаю, мы серию заканчиваем. Огромное вам спасибо, что были с нами. В следующей серии мы займемся, скорее всего, пневмосистемой, сцеплением, удочкой. Да. Она, кстати, вот и не работает. Иди-ка глянь, там переключается рычаг. Займемся вот этими всеми вещами. Хотелось бы, чтобы он поехал. Ну давай. Не вскочила, да? Что-то не работает. Ну и вот это вот надо сделать, чтобы переключалось. Так это легко сделать, а вот как это? Ну, друзья, среди вас наверняка найдутся опытные мазисты, которые нам подскажут, как эта удочка должна работать, блин. Она у нас типа не вщелкивается. Ладно, разберемся уже в следующих сериях. Вам еще раз огромное спасибо. Огромное спасибо всем за поддержку на Бусти, а также, конечно же, не забывайте, друзья, подписываться на наш канал, чтобы не пропускать следующие интересные серии. У этой машины будет очень интересное будущее, не просто так она куплена. Ваши мысли, что можно сделать с ней, вы обязательно напишите в комментариях, ну а мы пока что будем придерживаться плана по реанимации этой машины с хранения. Сложно ее назвать с хранения. Многие из вас напишут, почему с хранения. Она с хранения, она не с консервации, она стояла на хранении. Вот, но сохранилась плохо, наверное, так. Хотя технически она хороша. Ну, наверное. Не знаю, мы еще не проверяли сцепление, тормоза. Да. Все. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.